Остался от стиральной машины электродвигатель 220 вольт, 370 ватт. Исправный ремень от стиральной машины. И остался двигатель от древней, еще советской, точильной машины. Вот я его уже разобрал, внутренности вытащил, остался ротор, подшипники поменял на новые. На одном валу хочу сделать круг точильный, а с другой стороны сделать ленточную шлифовальную машину. Разрезал, надел ремень. Ну, сделаю просто высокий такой вот такой высокий станок будет. Вот по такому принципу. Сварил такую станину под мотор, прикрепил ее. И это будет начало остова точила. Вот такая получилась станина. С регулируемыми ножками. Натяжитель ремня. Заказал из Китая диммер без потери мощности. Жду, когда придет. Двигатель закрепил. Сделал вот такой натяжитель ремня. Вот через болт. И уже начинаю примерять упоры для точения. Поставил круг. И можно сделать первый пробный запуск. Пока без диммера. Обороты на круге. Если там 12 тысяч, то где-то редукция 1 к 4. То есть здесь будет где-то 3000 оборотов. Пробовал прижимать, остановить невозможно круг. Обшил две стороны станины, подточила железом, которое осталось от корпуса стиральной машины. Хватило только на 2 боковины. Загрунтовал все детали для точила эмалью 3 в 1. Мотор загрунтовал, углы вот такой эмалью 3 в 1. Преобразователь ржавчины, грунт, эмаль. Результат: закрыл крышками зад и перед. Теперь надо это все покрасить и подготовить к дальнейшей работе. Получилось изумительно. Со всех сторон освежил. Наконец-то дождался из Китая диммер или регулятор скорости оборотов электродвигателя на 400 ватт US-52. Долго юзал данный китайский девайс, регулятор оборотов без потери мощности, называется US-52. Вот. И был им, в принципе, разочарован. Лампочку хорошо все регулирует, но при подаче нагрузки на наждаке на вал постоянно перегорал. Ну, 2 раза я поменял, как постоянно. 2 раза поменял транзистор, или по-русски тиристор, регулирующий силовой. Тут написано, что до 400 ватт он, BT 137. Вот. Мне это надоело, 2 раза перепаял, 2 раза сгорел. И я разочаровался данным девайсом, сделал сам и пользуюсь тем, что сделал сам.
Ну и здесь много косяков, потому что включаешь в розетку, сразу загорается светодиод, включаются обороты, регулируется в малом диапазоне, где-то градусов не больше 40. Вот. То есть, ну, полностью разочаровался, и я отказался от его использования в моем гриндере и наждаке. Рекомендовать никому не буду. Ну и отговаривать, как бы, кто я такой. Сделали люди. Лампочку регулирует. Я сделал свой, уже юзаю его довольно давно. Делал я его для того, чтобы регулировать токи на регрувере, когда нарезал резину на УАЗик. Вот. Он регулирует нормально. Сделал из 80-й трубы, и получилась такая вот конструкция. Все, вот такой вот вал, и вот такое будет у нас такое же в диаметре натяжное колесо. И попробуем первый запуск. Так, уходит. Значит, нам надо опустить. Так, в принципе, работает, регулируется. Что нам надо сделать? Это нам надо сделать, наверное, этот ролик чуть-чуть сделать бочкообразным. Теперь осталось доработать все эти моменты. Здесь сделать площадку, здесь тоже увеличить на ширину сам гриндер. Вот. Получилась такая вот конструкция. Площадка по 90 градусов, упорная площадка, 2 ролика, натяжитель. Но это я сделал еще для того, чтобы уменьшить вибрации, потому что все-таки на этой оси есть люфты, и начинает верхний ролик несколько вибрировать. Как я говорил, я пользуюсь свой диммер, регулятор оборотов. Выставили ленту по ходу, и можно точить. Еще пока прирабатывается, лохматится лента, но в целом уже работает. Можно равнять, можно точить ножи, можно остальным всем заниматься. Будем пользовать. Ну, сейчас вот не знаю, стоит его красить. Ну, сначала попользую, а потом буду думать, красить или не красить. Вот такой вот девайс для гаража смастерил своими руками.